Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала. С вами Людмила, и в этом видео я покажу, как делаю заготовку подошвы для вязаной обуви. Такая заготовка подходит для любого типа обуви, будь то туфли или ботинки, или же сапожки. Что нам необходимо? В первую очередь, конечно же, сама подошва. Вот я беру такую подошву 34 размера. Лист кож-картона для стелек. Дырокол для пробивания отверстий в стельках. Я пользуюсь вот таким. Он универсальный, можно использовать как дырокол, и также им можно крепить кнопки. Дальше крючок 1,5 миллиметра диаметром. И еще шило. Оно понадобится, так как данная подошва она довольно крепкая, ее крючком не проткнешь. Капроновая нить. У меня вот идеально подойдет коричневая. И клей Десмокол полиуретановый. Он отлично склеивает стельку с подошвой. Пряжа, конечно, та, которой вы будете вязать само изделие. Начинаю с того, что беру лист бумаги в линию. Я склеила 2 тетрадных листа. Выкладываю на этот лист подошву вверх дном. Ну и затем обрисовываю ее по всему контуру. Получается вот такая выкройка, и теперь ее вырезаю. Затем выкладываю эту выкройку в подошву и прижимаю очень хорошо по всем краям. Теперь ручкой, ну можно или карандашом, обвожу контур подошвы изнутри. Вынимаю выкройку, и теперь вот тут четко уже видно, что необходимо обрезать, что тут лишнее. После того, как выкройку я уже обрезала, примеряю ее к подошве. Если все хорошо, можно ее уже теперь разметить. На выкройке нахожу середину и начинаю разметку точками по всей ее окружности. Бумага вот как раз в линию, она хороша тем, что она позволяет получить одинаковое расстояние между точками. Отступаем от края примерно 0,7-0,8 сантиметра и размечаем по всей окружности стельки точками.
После того, как стелька размечена, теперь можно ее переносить на кож-картон. Выкладываю на изнаночную сторону листа кож-картона вот эту выкройку стельки и обвожу ее по контуру. Вторую стельку нужно будет обвести точно так же, только выкройку перевернуть, чтобы не получилось две стельки на одну ногу. Ну и потом эту стелечку надо вырезать. Стелька готова. Примеряем ее к подошве. Она должна входить в подошву очень плотно. Вот так переворачиваю стельку и рисую вторую аналогично. Когда обе стельки вырезаны, я прикрепляю к одной из них размеченную выкройку. Дальше я буду пробивать отверстие дыроколом, и сейчас я его настрою. Для пробивания отверстий беру самый маленький диаметр. Теперь на саму стельку с изнанки нанесу несколько капель клея, просто ПВА. Он хорошо потом снимается, и приклеиваю выкройку, чтобы она не смещалась, когда я буду пробивать отверстия. По всем намеченным точкам пробиваю отверстия вдоль всего периметра стельки. Вот такие отверстия получаются, я продолжаю пробивать по всем точкам. Стелька готова. Нужно точно так же пробить вторую стельку. Главное, чтобы количество отверстий было абсолютно равным. Можно также приклеить выкройку и пробить, но я делаю проще. Я просто переношу все точки на вторую стельку с первой. Так будет абсолютно одинаково. Вот так складываю обе стельки вместе. И потом прорисовываю точки через готовые уже отверстия на стельке. Копирую эти точки. Когда обе стельки пробиты, можно приступать к их обвязке. Еще раз примеряю стельку, все прекрасно. Стелька должна ложиться туго и ровно, по краям не должно быть никаких отверстий.
Обвязку стельки начинаю с внутренней стороны стопы. Стельку надо держать лицевой стороной к себе, чтобы вязание потом легло правильно. Пряжа у меня Alize Diva. У вас может быть другая, но принцип все равно один. Начинаем вязать с центра. В каждое отверстие провязываем по 3 столбика без накида. В первое отверстие провязываем 2 столбика в начальное, в следующее уже по 3 столбика без накида. Вот такой должен получаться бортик. Это у нас будет лицевая сторона обуви. Дальше вяжем по 3 столбика без накида до закругления на пятки. По закруглению пятки будем вязать по 4 столбика в каждое отверстие. Провязали по 4 столбика закругления и снова по 3 столбика до закругления на носке. На носке снова будем вязать по 4 столбика в каждое отверстие. Количество столбиков зависит еще от толщины пряжи. Если пряжа толще, то лучше провязать по 2 столбика до закруглений и по 3 столбика на самих закруглениях. Но у меня пряжа довольно тонкая. Вы просто сами это уже увидите в процессе вязания. Но основной принцип – добавлять количество на носке и на пятки, чтобы вязание потом не стягивалось. Довязываем здесь по 4 столбика и до конца ряда дальше уже по 3 столбика вяжем. Доходим до последнего отверстия, провязываем в него 3 столбика без накида.
И вот в первое отверстие, где мы вязали 2 столбика в самом начале, довязываем туда 3-й столбик без накида. Затем ряд закрываем петлей с протяжкой. Первый ряд закончился. Внутренняя часть стельки вот здесь будет изнанка изделия. Наружная часть — это лицевая сторона. Примеряем обвязанную стельку к подошве, как она подходит. Теперь необходимо провязать бортик на стельке выше, чем бортик у подошвы, чтобы он над ней поднялся. Так как у меня подошва детская, 34 размер, подъем ножки не будет высокий, ну и высоту я сильно поднимать не буду у бортика. Подниму на ряд выше, чем бортик самой подошвы. Дальше второй ряд весь вяжем столбиками без накида. А следующие ряды уже будем вязать по желанию. Можно уже каким-то другим рисунком. Можно также столбиками без накида. Заканчиваем ряд также петлей с протяжкой. Второй ряд я буду вязать так. Один столбик вяжу без накида из петли предыдущего ряда. И один столбик из петли на ряд ниже. И так весь ряд. Чередую короткие столбики с длинными. Один столбик из петли предыдущего ряда вывязываю, второй из петли на ряд ниже опускаюсь. Вот такой получается у нас узор из длинных и коротких столбиков. Вяжем короткий, длинный, короткий, длинный и довязываем так весь ряд до самого конца. Четвертый ряд вяжем также длинными и короткими столбиками, только уже в шахматном порядке. Вот там, где у нас был короткий столбик, над ним вяжем длинный. Где был длинный, над ним вяжем короткий. Также от начала до конца весь ряд. Все последующие ряды на нужную нам высоту вяжем также в шахматном порядке. Получается очень симпатичный узор. Чередуем длинные и короткие столбики без накида.
Вот я закончила уже бортик. Для меня достаточно для детской ножки такого подъема всего 6 рядов. Абсолютно для детской ножки будет хорошо. Теперь примеряю высоту бортика на подошве, чтобы бортик хоть чуть-чуть бы, чтобы над подошвой возвышался, иначе будет неудобно потом вязать. Ну вот, высота абсолютно достаточная. Ну, теперь можно уже будет вязать вверх обуви. А я сейчас буду приклеивать стельку к подошве. Клей я уже показывала, Десмокол полиуретановый. Специальный клей для обуви, очень хорошо держит. Процесс приклеивания довольно простой. Просто на подошву наносим клей, тщательно промазываем все ребра подошвы по всему периметру подошвы. Подошву предварительно ничего не делаю, она должна быть просто чистая и сухая. Затем наношу клей и на саму стельку. Тоже тщательно промазываю клеем всю стельку. Даем подошве стельки постоять буквально минутку, этого достаточно. И уже затем будем соединять подошву со стелькой. Когда вкладываем стельку в подошву, то очень хорошо нужно ее прижать и потом дать где-то полчаса постоять, дать им возможность хорошо склеиться. После того, как стелька приклеена, я еще прошью подошву. Здесь есть такой бортик, вот по нему я и буду прошивать. Прошивка, она гарантированно убережет от отрыва стельки от подошвы. Вот капроновая нить, я подобрала такую по цвету, она идеально просто подходит под цвет подошвы. Практически ее не будет видно. Отмеряю длину нити. Должно быть по длине 3 длины окружности подошвы. Теперь протяну нить через подошву и борт стельки. Крючком не получается, поэтому протыкаю шилом. Подошва очень твердая.
Вот шилом пробила отверстие, теперь крючком захожу в это отверстие, захватываю нить и вытягиваю ее на другую сторону. Выравниваю концы нити, подтягиваю их. И теперь снова протыкаю подошву, ну, примерно через 1 сантиметр следующее отверстие делаю. Крючком захватываю нить и вытягиваю уже нить не до конца, а только петлю. Через эту петлю протягиваю конец второй нити и затягиваю ее так, чтобы не было видно узелка на лицевой стороне. Снова через 1 сантиметр пробиваю подошву, опять же также вытягиваю петлю и протягиваю через ее нить. А вот такие получаются в результате стежки. Таким образом вот прошиваем всю подошву по всему периметру. Я не буду всю прошивать, показывать, потому что это просто образец для вас. Вот наша заготовка подошвы к вязанию обуви готова. Можно просто приклеить стельку, можно приклеить и еще прошить, так будет надежнее. Можно просто привязаться прямо к самой подошве, я еще буду такое показывать. Дальше вязание уже в зависимости от той модели, которую вы выбираете. Друзья, если это видео вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, пишите вопросы в комментариях и до новых встреч!